Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами готовим шоколадный торт «Пьяная вишня». Итак, поехали! Для торта «Пьяная вишня» нам понадобится 10 яиц, 180 мл сливок 33%, не менее. Вишня без косточки 2,5 стакана. Я ее предварительно залила 100 мл коньяка и всыпала 2 столовых ложки сахара. Можно использовать кирш или водку. У меня был коньяк. 200 грамм сахара, 400 грамм сгущенки, 130 грамм муки, 300 грамм масла сливочного, 80 грамм какао, 1 чайная ложка разрыхлителя и 150 грамм шоколада брют. Откидываем нашу вишню на дуршлаг и даем ей стечься. Приступаем к приготовлению бисквита. Для начала мы должны отделить белки от желтков. Сейчас мы приступаем к взбиванию белков. Включаем миксер на высокую скорость. Белки мы взбили, постепенно добавляя 90 грамм сахара. Отдельно взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Желтки взбиваем до бела. Желтки мы взбили. Начинаем готовить наш бисквит. Муку мы просеиваем вместе с 1 чайной ложкой разрыхлителя. Также добавляем сюда какао. Сейчас мы тщательно все перемешаем до однородной массы. Сухие смеси мы перемешали. Теперь аккуратно добавляем в желток половину взбитого белка и очень осторожно перемешиваем в одну сторону. К получившейся массе мы добавляем нашу сухую смесь. И опять очень аккуратно в одну сторону все перемешиваем. Добавляем оставшийся белок к нашей массе. И снова аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Итак, тесто на бисквит готово. Очень пышное и красивое. Мы приготовили форму 28 сантиметров. Покрыли ее пергаментом и смазали маслом. Теперь выливаем тесто. Отправляем тесто в духовку при температуре 180 градусов на 50 минут. Но нужно, конечно, смотреть за своей духовкой, у каждого она разная. Пробуйте палочкой деревянной. Приступаем к взбиванию крема. В чашу миксера выкладываем 300 грамм сливочного масла и на высокой скорости начинаем взбивать, постепенно добавляя сгущенное молоко. Бисквит готов. Сейчас мы его перевернем. Аккуратно снимаем бумагу пергаментную и отправляем его отдохнуть. Он должен остыть. Корж готов. Сейчас мы должны срезать с него шляпку очень аккуратно и по мере возможности ровно, чтобы было красиво. Вот так наша шляпка срезана.
У нас осталась большая часть нашего бисквита. Из него мы должны сделать чашу с бортиками около сантиметра. Выщипываем серединку. Кусочки должны быть небольшие и не мелкие совсем. Получилась чаша с бортиками. От нашей вишни остался сироп. Я его слила, и теперь этим сиропом мы слегка пропитаем бисквит. Для того, чтобы украсить торт, нам нужно буквально пару столовых ложек отложить крема. В нашу чашу с кремом мы пересыпаем крошку от бисквита. Перемешиваем. Всыпаем вишню и снова перемешиваем. Вот такой получается масса для нашего торта. Теперь мы будем ее выкладывать в бисквит. Если крем будет выходить за бортики, это вполне нормально. Его все равно получается больше всегда. Накрываем второй частью бисквита. Это вполне нормально, что он не прилегает плотно. А сейчас мы слегка пропитаем верхнюю часть нашего коржа. Торт мы отправили в холодильник. И сейчас начнем делать шоколадную глазурь. Зажигаем огонь и выливаем 180 грамм сливок. Высыпаем сюда 30 грамм сахара. Помешиваем сливки до полного растворения сахара. И высыпаем наш шоколад. Опять же помешиваем до полного растворения. И добавляем 30 грамм сливочного масла. Продолжаем помешивать до полного растворения. Вот наша глазурь готова. Теперь мы покрываем ею торт. Оставшуюся крошку мы наносим на бока торта. Ну и сейчас мы попробуем украсить наш торт. Наш торт готов. Честно говоря, надо было украсить, наверное, лучше. Но я давно не украшала классический торт, поэтому рука как-то отвыкла. Но самое главное, что он вкусный. Посмотрите, как красиво смотрятся эти слои. Это очень шоколадно и очень вишнево. Чуть-чуть, конечно, отдает коньяком вишню. Вкусно. Пробуйте, не пожалеете. Приятного вам аппетита, друзья. И всего доброго.